16 января 2013 года. Москва. 14 часов 30 минут. Из дверей элитного ресторана «Каретный двор» на Поварской улице выходит 75-летний Аслан Усаян, более известный как Дед Хасан, самый могущественный криминальный босс на постсоветском пространстве. Он делает всего несколько шагов. Из окна лестничного пролета на 6-м этаже здания напротив звучит глухой хлопок. Тяжелая бронебойная пуля попадает Усаяну точно в шею. Он умирает, не приходя в сознание. Обывателям рассказали, что это был финал бандитской разборки, но криминалисты, прибывшие на место, были шокированы. На огневой позиции они нашли 6 гильз калибра 9 мм. Это был не автомат Калашникова и не снайперская винтовка Драгунова. Киллер использовал автомат специальный АС «Вал». Это уникальное бесшумное оружие, разработанное в закрытых институтах Комитет государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. Оно не имеет гражданских аналогов, не продается на черном рынке и подлежит строжайшему поштучному учету в спецподразделениях ГРУ и ФСБ. Наличие этого оружия в руках киллеров доказало: ликвидация деда Хасана была не просто уличной вендеттой. Это была сложнейшая войсковая спецоперация. Сегодня мы вскроем анатомию самого кровопролитного корпоративного конфликта в теневой экономике Европы – Великой воровской войны между кланами Аслана Усаяна и Тариэла Аниани. Вы узнаете, как испанская полиция брала в заложники детей авторитетов, как мафия интегрировалась в австрийские авиалинии, почему в конфликт пришлось вмешаться Министерству финансов Соединенные Штаты Америки, и главное – чьи спецслужбы на самом деле нажали на курок снайперской винтовки на Поварской. Это Crime Time.ru. Мы начинаем. Чтобы понять масштаб этой войны, нужно забыть образ вора в законе из 90-х. К середине 2000-х годов русскоязычная мафия превратилась в транснациональную финансовую корпорацию. В разведывательных отчетах Интерпола и спецслужб Соединенные Штаты Америки этот синдикат получил название «Братский круг». Это был децентрализованный картель, который оперировал миллиардами евро от Африки до Латинской Америки. Главным оператором европейских активов синдиката был Захарий Калашов, а логистику и отмывание денег в Испании выстроил Тариэл Аниани. Аниани не был классическим уголовником. Осев в Испании, он приобрел контрольные пакеты акций в местных авиалиниях и основал конгломерат строительных компаний. Финансовая модель была гениальной. На стройках работали тысячи нелегальных иммигрантов из Грузии, а сами корпорации служили гигантским миксером для отмывания грязных денег из России. Но в июне 2005 года этот механизм рухнул. Национальная полиция Испании проводит масштабную спецоперацию «ОСА». В ней задействовано свыше 400 офицеров, тяжелая бронетехника и авиация. Консультантом испанского прокурора Хосе Гринды в этом деле выступал бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Блокируются 800 банковских счетов, конфискуются элитные виллы и автопарки. Тариэлу Аниани удается сбежать. А в мае 2006 года спецслужбы задерживают главного банкира синдиката Захария Калашова в Объединенных Арабских Эмиратах и экстрадируют его в Испанию. И здесь происходит вопиющая аномалия. Не сумев поймать Тариэла Аниани, полиция Демократической Испании санкционирует арест его 12-летней дочери Гванцы. Ребенка помещают в закрытое спецучреждение. Фактически, правоохранительные органы Евросоюза взяли несовершеннолетнюю девочку в заложники для оказания психологического давления на криминального босса. В ответ Аниани выписал контракт на ликвидацию испанских следователей. Но главная проблема ждала его не в Испании, а в Москве. С экстрадицией банкира Шакро Молодого образовался колоссальный финансовый вакуум. Инфраструктура братского круга лишилась куратора. Воспользовавшись ситуацией, дед Хасан принимает единоличное решение. Он назначает своего доверенного человека, Лашу Шушанашвили, верховным хранителем консолидированного бюджета, общака, и управляющим глобальной бизнес-империей севшего Калашова. Для Тариэла Аниани и его кутаисского клана это означало полную финансовую изоляцию. Аниани категорически отказался признавать эту директиву, требуя паритетного распределения потоков. Началась война указов.
В апреле 2008 года Аниани организует закрытую сходку, на которой лишает назначенца Хасана воровского статуса. Дед Хасан, объединившись с легендарным япончиком, наносит ответный удар. Они объявляют самого Аниани не вором. В криминальном мире это синоним смертного приговора. 7 июля 2008 года Аниани делает отчаянную попытку собрать союзников. Он арендует прогулочный теплоход на Пироговском водохранилище, где собирает около 50 высших авторитетов. Но кто-то сливает информацию силовикам. Прямо на воду обрушивается спецназ МВД. Бойцы ОМОН десантируются на палубу по тросам с зависших вертолетов. Все делегаты жестко задержаны и вывезены в автозаках. Война за столом переговоров закончилась. Началась тотальная зачистка. Конфликт мутировал. Если раньше мафия делила уличный рэкет, то теперь на кону стояли государственные контракты. Россия начала подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Сочи исторически был вотчиной деда Хасана. Когда кутаисский клан Аниани попытался влезть в этот рынок, начались заказные убийства. На улицах начали расстреливать казначеев, логистов и начальников служб безопасности. В 2009 году силовики задерживают Терриэла Аниани в элитном поселке Горки-2. Но даже из следственного изолятора он продолжает управлять боевыми операциями. К 2009 году тактика боевых действий радикально изменилась. Вместо массовых расстрелов из автоматов, характерных для 90-х, в дело вступили профессиональные снайперы. 28 июля 2009 года на Хорошевском шоссе снайпер тяжело ранит япончика. Пуля калибра 7,62 мм разрывает внутренние органы. Спустя 73 дня интенсивной терапии и комы япончик умирает. Его смерть окончательно сняла все внутренние запреты. 16 сентября 2010 года настала очередь самого Аслана Усаяна. На Тверской улице снайпер производит по нему выстрел с 3-го этажа. Хасан получает тяжелое ранение. И здесь происходит вторая, невероятная аномалия этой войны. Власти Российской Федерации по согласованию со спецслужбами официально объявляют деда Хасана мертвым. Это транслируют все федеральные каналы. Эта тактическая дезинформация была применена государством для того, чтобы предотвратить штурм киллерами палаты реанимации Боткинской больницы. Хирургам удается спасти жизнь авторитета. Задумайтесь над этим фактом. Государственная машина и силовые структуры обеспечивали беспрецедентный уровень защиты криминального лидера вплоть до инсценировки его смерти на федеральном уровне. Это неопровержимо доказывает, что до 2012 года Аслан Усаян являлся системным элементом российской политико-экономической стабильности, защищенным кураторами с самого верха. Но империя Усаяна начала рушиться на другом континенте. 24 июля 2011 года в конфликт вмешивается геополитика. Администрация президента Соединенные Штаты Америки Барака Обамы вносит синдикат «Братский круг» в список транснациональных преступных организаций. Министерство финансов Соединенные Штаты Америки начинает глобальную заморозку долларовых активов клана деда Хасана. Под санкции попала сложнейшая инфраструктура – австрийская чартерная авиакомпания «Меридиан Джет», офшорные фирмы в Дубае, инвестиционные структуры в Словакии и холдинги в России. Транзит миллиардов был парализован. Финансовый удар совпал с катастрофическим кадровым провалом Усаяна. В апреле 2012 года киллеры Аниани расстреливают Ильгара Джабраилова, начальника службы безопасности Хасана. Джабраилов был главным системным коммуникатором, обеспечивавшим связь клана с коррумпированными генералами МВД и ФСБ. Его смерть ослепила Усаяна, оставив его в абсолютной оперативной изоляции. Понимая уязвимость Хасана, кутаисский клан начал беспрецедентную мобилизацию.
В декабре 2012 года сторонники Аниани проводят сходку в Дубае, где за один день коронуют сразу 15 новых криминальных авторитетов. Это не было признанием их заслуг. Эта массовая штамповка титулов преследовала исключительно утилитарную цель – вербовка пушечного мяса. Новобранцы получали статус авансом за готовность стать полевыми командирами штурмовых бригад в Москве для финального удара. Этот удар прогремел через месяц. 16 января 2013 года. Поварская улица. Использование автомата АС «Вал» для ликвидации Аслана Усаяна – это главная аномалия десятилетия. Ранее подобный спецкомплекс применялся в криминальных целях лишь однажды – при ликвидации министра внутренних дел Дагестана в 2009 году. Наличие этого секретного арсенала у киллеров неопровержимо доказывает. Операция проходила либо при прямой коррупционной смычке с офицерами оружейных складов ГРУ, либо это вообще была не криминальная разборка. В официальных сводках Следственного комитета скрыта еще одна страшная деталь. В ходе стрельбы 2 пулевых ранения в грудь и в ногу получила 30-летняя сотрудница ресторана Марьят Бекчурина. Дозвуковой патрон 9х39 обладает колоссальным останавливающим действием. 2 попадания в гражданского человека из снайперского оружия возможны только в одном случае. Женщина находилась непосредственно на траектории прицеливания. Киллер, зная бронебойные свойства пули, хладнокровно использовал ее тело как физически простреливаемый барьер, стреляя в Усаяна насквозь. Символично и то, как хоронили короля мафии. Семья Усаяна заказала чартер для транспортировки тела в Тбилиси, но правительство Грузии приняло беспрецедентное политическое решение. Аэропорт Тбилиси официально отказался предоставить воздушный коридор борту с телом криминального авторитета. Самолет развернули в воздухе. Хасана похоронили в Москве. А в октябре 2014 года Испания, отсидевшего свой срок банкира синдиката Захария Калашова, депортирует не в Грузию, где его ждало 18 лет тюрьмы, а в Российскую Федерацию. Этот юридический разворот позволил Калашову спастись от правосудия, вернуться в Москву и занять пустующий трон, окончательно завершив войну. Война между Асланом Усаяном и Тариэлом Аниани не была битвой за воровские понятия. Это был безжалостный, корпоративный захват транснациональной финансовой системы. Но главный парадокс заключается в том, как именно закончилась эта война. Усаян, долгие годы бывший агентом влияния системы и гарантом теневого баланса, стал неуправляемой помехой в преддверии Олимпиады 2014 года. Государство больше не могло терпеть уличные перестрелки, портящие имидж страны перед глобальными инвестициями. Киллер со спецназовским автоматом АС «Вал» на лестничной клетке Поварской улицы поставил жирную точку не только в биографии конкретного человека. Он закрыл целую эпоху. Эпоху, когда криминал думал, что может играть с государством на равных. Тариэл Аниани отсидел 10 лет в российской тюрьме, а в день освобождения в 2019 году был немедленно экстрадирован в Испанию. Система поглотила их обоих, оставив контроль над рынками и капиталами людям в строгих костюмах, чьи имена никогда не звучат в криминальных хрониках. А как считаете вы, было ли убийство деда Хасана местью конкурентов? Или это была прямая зачистка, санкционированная на государственном уровне? Пишите свои теории в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравился этот разбор, подписывайтесь на Crime-Time.ru и жмите колокольчик. Берегите себя. Дальше только жесткая правда. До скорого.